Че, народ, с наступающим, продолжаем новогодний марафон. Ну, у меня тут есть борода, вот эта елочка, вот это вот все, видно ее, да? Да, короче, елочку видно, но что-то у меня настолько влом все это одевать, напяливать. Поэтому погнали сразу. 3 самых популярных новогодние закуски. То есть, если вы вспомните, что вы накрываете там, или ваши родители накрывают на новогодний стол, одна из этих закусок на столе будет обязательно. Что это за закуски? Вы никогда не догадаетесь, кто спонсор новогоднего марафона рецептов. Хочешь работать дистанционно из любой точки мира? Хочешь создавать реально крутые проекты? И вы такие, стоп, друже! Это же геймдев-студия Кефир из Волгограда. Так я про них и говорю. Если вы талантливые пацаны, которые хотят работать в геймдеве, напишите в студию Кефир. Ведь они как раз ищут таланты. Что за фигня, друже? Где же реклама бесплатной мобильной РПГ от студии Кефир? А вот она. Кому нужна классная игрушка на телефон? Frostborn — это survival RPG в скандинавском сеттинге. Уникальные боссы, многоступенчатые подземелья, постройка своих городов и игра с друзьями в режиме онлайн. Качайте Frostborn и будет чем заняться, пока дядя Толя поднимает новогодние тосты. И на игру, и на вакансии студии ссылочка в описании. Ну, во-первых, это фаршированные яйца. Не спрашивайте, почему их так много, сейчас объясню. Это фаршированные яйца, одна из самых вкусных и сытных штук. А все мы знаем, что если на столе будут жирные закуски, то это значит, что дядя Толя не так быстро нажрется. Тарталеточки, фаршированные тарталетки, офигенная штука. Тарталетки самостоятельно делать это глупая идея, потому что они стоят копейки и продаются сейчас практически в любом гипермаркете. Ну и само собой рулетики с ветчиной и сыром, это понятно, и рулетики из лаваша, опять же они обычно с красной рыбой, мне больше нравится с красной рыбой. Короче, вот такие вот 3 закуски. Я буду делать все одновременно. Запомните, если вы хотите повторить, записывать ничего не нужно. Точное количество ингредиентов находится по ссылке в описании. Просто потом идете в магаз, открываете вот эту ссылку, и там эта закуска вот столько, и получится вот такое количество. И с точностью до грамма я за кадром все для вас отмеряю. Запоминать ничего не нужно. Понравился результат? Проходим, сохраняем, делаем то же самое. А начинаем с самого простого. Варим яйца. И если в какую-нибудь закуску вы хотите добавить бекон, то я очень советую жир из него немного подвытопить, а потом уже сделать из него такую мягкую, слегка хрустящую крошку. Для этого берем противень и выкладываем вот так вот на фольгу или на такую вот бумагу. Вот таким тоненьким слоем. Это делать не обязательно, но просто бекон, нарезанный кусками, добавлять, он солоноватый, он копченый, он ароматный, но просто его кусками вместе с салом, вот с этим добавлять еще куда-то, там в крем-сыр или в майонез, я не хочу. То есть я хочу вкус оставить, а от лишнего жира избавиться. Вот так вот. Просто задвигаем вот так на режим грильца или типа того. Также жарим креветочки. На самом деле их можно отварить, нам просто нужны готовые креветочки. Можно с чесноком, с солью, с перчиком, это не так важно. Потому что соль, перчик и чеснок можно будет добавить. Короче, нам нужно их температурно прогреть. Ну, лучше брать сырые, мне просто по вкусу больше нравятся сырые, они как бы свежайшие. Когда уже вареные покупаешь, они как-то обычно их переваривают. Вот, и здесь я взял уже чищенные, только вот с хвостиком, вот так. Чутка оливоча, посолим, поперчим. И жарим по паре минут с каждой стороны. Яйца по одному перекладываю в ледяную проточную воду, чтобы они легче чистились. Если вы купили креветку с хвостом, вот так вот надавливаем для того, чтобы... Ну, нам хитин не нужен, у нас не закусочная эта тема. То есть мы берем креветку, надавливаем, потому что многие его так отрывают, типа, эй, я оторву просто. И вот это вот мясо, оно же... Это что же мясо? Поэтому так. А если надавливаешь, то видите, целая фаланга креветки выползает. Но вообще по креветкам здесь очень простой принцип. До чего можете дотянуться, то и покупайте. Ну, то есть, если вы можете дотянуться до супер крутых, огромных, там, этих 6 креветок, вот, порезать их и чиститься за секунды, то берите такие. Если ничего нет и в магазе есть только баночка салатных, ну, ладно, пускай похрустывают салатные. И просто крошим, но не в труху, а на кусочки размером с, не знаю, с горошину. Можно покрошить и мельче, но тогда креветка уже совсем не будет чувствоваться в блюде. И смотрите, сколько у вас креветок, столько же по объему нам нужно и яйца. Ну, так как мы все правильно сделали, пролили водой, то, собственно, мы спокойно почистим уже остывшие
в ледяной воде яйца. Буквально вот так. 200 градусов, минут 15, бекон со вкусом, но без жира. Смотрите, чтобы не сгорел только, потому что вот тут еще пара минут. Сейчас он еще мягенький, да, но уже с вытопившимся жиром. Еще 5 минут и уже подгорело. Тарталетки — это единственная будет закуска, в которую я не буду добавлять там лук, чеснок, ничего мощного. То есть это для тех людей, которые сидят за столом и такие: а здесь нет чеснока, от меня будет пахнуть. Бог с вами, пускай на столе новогоднем будут тарталетки, одна из закусок без вонючего чеснока. Мало ли, я чеснок обожаю, я добавлю, ну вы тоже можете. Просто в остальные два я чеснок само собой фигану. Фигачим крем-сыр, вот так, здесь 150 грамм. Творожный сыр, он же крем-сыр. Можете, конечно, попытаться заменить это сметаной, греческим йогуртом, но я не советую. На Новый год уж жрать так жрать. И мазик, ну, по мере сил. Сначала замешиваем майонез с крем-сыром, чтобы получилась такая масса. Ее должно быть немного, и яйцо с креветками она должна только еле-еле слеплять. Ну, то есть это не крабовый салат, где типа много мазика, а чисто-чисто, чтобы оно, ну, не выпадало из тарталетки, только вот с этой целью. Соль, перец, это понятно, но что добавить еще для вкуса? Хоть копченую паприку, кто-то может добавить, может быть, там цедру лимона, потому что там есть креветочки, они с цедрой хорошо сочетаются. Я креветочки с яйцом, я буквально щепоточку кориандра, пыли кориандровой, ну, свежемолотой. Вот так, немного кориандровой пыли, совсем чуть-чуть. Ну, а также соль и перец, это все понятно. Креветки, яйцо. Перемешиваем аккуратненько, но стараясь и креветки, и яйцо не сильно раздолбить. Именно поэтому мы все специи и смешали сначала майонез, все дела. И теперь нам всего несколько движений нужно, чтобы получился скрепленный вот такой консистенции салатик, то есть начинка. И нафаршировываем тарталетки. Шучу, не нафаршировываем. Почему? Потому что тарталетки размякнут, а нам еще готовить. То есть вот это вот готовим, накрываем пленочкой, убираем, и потом перед самой подачей, ну, чтобы они не стояли до подачи, грубо говоря, 3 часа в холодильнике, вот эти тарталетки, и не размокали. Давайте делать фаршированные яйца. Вы помните про бекон? Вы, наверное, спросите, ну, бекон можно и в тарталетки добавить? В принципе, да, но тарталетки с креветками, они супер нежные, то есть там яйцо, творожный сыр, креветочки, все такое. Не хочется туда добавлять мощный пахнущий бекон. А вот в фаршированных яйцах с мазиком и сыром это будет самое то. Но это не обязательно. Бекон понятно. Сыр. Ваш любимый сыр, и обязательно на самой мелкой терочке, что у вас есть. Прям на самой мелкой. То есть можно вот на этой, но нет, вот на этой. Блин, нужно купить сюда микроплейн. Ну, это профессиональные такие супер мелкие терки, на которых обычно я тру мускатный орех и прочее. А у меня здесь такой нет, надо из дома принести. Но сколько же, блин, натереть сыра? Все очень просто, примерно столько же, сколько вы для фаршировки яиц достанете желтков. То есть берем, разрезаем яйцо, вынимаем желтки, смотрим по объему, сколько у вас получится желточков. Столько же и сыра натрем. Сюда же бекошка, соль, перец, это все понятно, и мазик. Однако тоже мазика до консистенции не жижи, а чтобы только оно в пасту слепилось. И месим. И вот фаршированные яйца, тем более с беконом, без чеснока просто не начинайте делать. Тарталетки, бог с ними, с креветками, с яйцами пусть будет. Но вот сыр, бекон, ну обязательно, обязательно чеснок. Чайная ложка давленного чеснока, вот так. Чеснок замешиваем и фаршируем. С солью аккуратно, потому что у бекона обычно хватает солености. То есть пробуйте, если не хватает, то досолите. Теперь каждую лодочку просто берем вот так. И вот так оп, оп, оп. А излишки у нас просто отваливаются. То есть желток мы заменяем нашим чудесным жужевом. И прям я делаю вот такую шапочку. Ну, вот так, вот так. Получается фаршированное яйцо. И да, вы все знаете, что сюда великолепно к этим фаршированным яйцам заходит укроп. Но я хочу, чтобы красиво было сверху, пока, ну, нормально, но так себе. Поэтому я укроп добавлю чисто сверху, посыпав. И третья закуска — рулетики из лаваша. Пожалуй, это просто такая, знаете, вариация роллов обычных, но вместо риса обычно берут
Лаваш. Рыбу лучше солить самостоятельно, но чисто для рецепта я купил лосося холодного копчения. То есть я просто вот купил лосося, кусок, это 300-граммовый кусок. Держим нож плоско, срезаем, проверяем, что там нет костей и тоненько нарезаем. И когда я говорю тоненько, я имею в виду на самом деле произвольно тоненько, потому что все равно это идет в лаваш. То есть даже если оно как-то там расслаивается, да и бог с ним. Вы можете вообще расслаивать не такими кусочками, а порезать кубиками. Хуже не будет. Сложим в какую-нибудь гастроемкость и займемся огурцом. У нас простое правило есть с огурцом. Удаляйте косточки с жидкостью, иначе все быстро очень размокнет. То есть просто огурец расслаиваем вдоль. И, как всегда, просто несколькими движениями вычекрыживаем мякушку. Вот. Это половина жижи в огурце. Вот чайной ложечкой. Оп. И нарезаем соломкой. Для этого распластываем огурчик. И нарезаем соломкой. Такое количество начинки, указанное в описании, пойдет на где-то чуть больше половины целого армянского лаваша. Не 2/3, а чуть больше половины. То есть где-то вот так вот мы отрезаем. И вот здесь я тоже отрежу, чтобы чисто ровненький квадрат был. Теперь нам нужно лаваш смазать творожным сыром, чтобы он намазался нормально, потому что он достаточно плотный. Можно его разбавить сметаной или, как в нашем случае, немножко греческого йогурта, чтобы нормально намазывалось. Вот. Так. И вот так буквально столовая ложечка йогурта для мягкой консистенции. Видите? Теперь уже это можно намазывать будет. Тут есть два варианта. Кому-то нравится, чтобы эта масса пропитывала лаваш. Она все-таки немножко влажная. А кому-то нравится, чтобы нет, чтобы лаваш был такой тяжело прожевываемый. Если вы из второго типа людей, то прослаивайте лаваш какой-нибудь зеленью, то есть хотя бы листьями салата. Главное, чтобы немного творожного сыра попадало на всю площадь. Силиконовая лопатка для этого подходит просто идеально. И я вот так вот петрушечных листиков подраскидаю. Оно все свернется, то есть если вы более-менее равномерно все распределили, то оно более-менее равномерно в роли и будет. Рыбу тоже раскидываем как-то в произвольном порядке, но вы должны понимать, что получится вот такой ролл, который мы нарежем вот так. То есть лучше вот так продольно ее раскладывать, чтобы не получилось, что вот весь этот кусок, он в одном ролле, да? Лучше раскладывать вот так. И огурец вот так, как для ролла, чтобы везде все похрустывало. Чтобы почти в каждом обороте было немного огурчика. И закручиваем. Просто прижимаем и достаточно плотно сворачиваем. И у нас творожный сыр, видите, склеил все. Получилась вот такая колбасюка. Самые кончики я для красоты отрежу и съем. Это вкусно. Так, и разрежу на какие-то порционные кусочки. Самое последнее осталось заняться тарталетками. И я просто для красоты, потому что здесь морская солоноватость дофига в тему к креветкам и к яйцу. Здесь как бы нет сыра, чеснока, ничего такого, поэтому я вот как раз сюда добавлю и корки прямо перед подачей, само собой. Давайте дегустировать. Я не знаю, что здесь дегустировать. Вот эти закуски, они у большинства людей бывали уже на новогоднем столе, но тем не менее, мои любимые фаршированные яйца, я бафнул их жареным беконом. Народ, большое спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Для вас по каждому рецепту я собрал граммовочки. И по этим граммовочкам получится ровно столько закусок. Вот этих и вот этих. Ну а если у вас там стол большой, просто умножайте количество продуктов там на 2, на 3, на сколько надо. Спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Пробуем. Сырно, чесночно, послевкусие мягкого, нежного бекона и укропа. Это сочетание одно из самых беспроигрышных. Ну, то есть сами подумайте. Желток, сыр, майонез, бекон, укроп. Причем вот эта закуска из яиц, она 2, 3, 4 дня спокойно живет.
в отличие от тарталеток, они как бы начинают через часа полтора-два уже начинают размокать. Итак, рулетики с копченой форелью тоже пробую. Обожаю свою работу, если это можно назвать работой. Нежные, солененькие. Копченая рыбка, огурчик хрустит. Выглядят они, конечно, не так классно, как вот эти вот тарталетки с икрой, но их и делать вот это дольше. А здесь нарезали огурец, рыбу, смазали вот так все. То есть вот это вот блюдо делается типа за 10 минут без съемок. А теперь просто посмотрите на этих красавчиков. Давайте я попробую одного. Конечно, да. Единственное, куда, наверное, даже не нужно добавлять чеснок, ради вот контраста с остальными закусками, там, с студнем, с селедкой под шубой, там, с заливным, с хреном и горчицей, вот сюда не надо. Хрустящая креветка. Она мягкая, но хрустит. Мы ее не пережарили, мы креветку жарили 2 минуты с каждой стороны. Можно заменить крабовыми палочками, я не спорю. Но это божественно. И да, из того количества ингредиентов, что указаны по ссылочке в описании, получается 12 вот таких вот рулетиков с лавашом, 16 половинок яйца, нафаршированных вот так с горочкой, и 12 здоровенных тарталеток размером с, ну, пирожная корзиночка или около того. Народ, всех с наступающим. Повторяйте, все из этого вкусно. Я отвечаю, все из этого вкусно. И да, может кто-то скажет: друже, а где рулетики с ветчиной и сыром? Я не стал вас оскорблять, я просто подумал, что нафаршировать просто там яйцом с сыром, просто ветчинку завернуть, ролик и так длинный, и я просто под конец, мы уже забили на это, хотя ветчина есть, все дела, но просто добавляйте туда мазик, чеснок, то же самое, что, не знаю, что идет вот сюда, но заворачивайте в ветчинный рулетик. Это даже рецептом назвать тяжело. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Кушайте много, кушайте вкусно. Повторяйте, я отвечаю, это очень вкусно.